Теперь мы будем паять линию связи. Линия связи, как я уже говорил, прокладывается с кабелем КММ20012 и никаким другим. Она соединяет устройство USB с контроллером номер 1 и с контроллером номер 2. В конце линии связи обязательно необходимо предусмотреть резистор 100 Ом. Называется это терминатором. Он необходим для того, чтобы защитить нашу линию связи от посторонних шумов. Мы опять же сделаем пайку нашей линии связи двумя методами. Первый, допустим, метод пайки. Здесь будет немножко сложнее в том плане, что здесь есть такая оплетка, которую необходимо правильно и удачно спаять, чтобы она не мешала в первую очередь при установке и выполняла свою функцию защиту от внешних воздействий на нашу линию связи. Значит, оплетка скручивается в данном методе пайки. Скручивается вот так вот. Наносится на нее флюс у основания. И основание лудится паяльником. Далее это все добро отрезается. Берется провод МГТФ или любой другой. Важно сечение минимальное, 0,12 квадрата можно взять. Зачищается, облуживается. И припаивается к нашей оплетке. После того, как оно припаялось, подрезаем наш проводочек такого же размера, как остальные. Берем термоусадку, отрезаем небольшой кусочек, вставляем его сюда. И паяльным феном, либо зажигалкой усаживаем его. После того, как это сделано, необходимо кабель, ее изоляцию чуть-чуть подтянуть, чтобы место нашего соединения им закрылось. Вот мы получили 3 одинаковых провода, которые с легкостью влезут в наш клеммник. Здесь далее все стандартно идет. Мы берем все концы, зачищаем. Примерно 0,8 сантиметра. Скручиваем. Макаем флюс, припоем, паяем. Далее смотрим, чтобы они не были толстые, на кончиках, чтобы ничего тоже не было. И вставляем согласно допустим, это будет зеленый, земля. То есть здесь есть специальные такие кнопочки, они нажимаются и вставляется туда проводник. Серединку. Обязательно после того, как вставили, подергать надо, чтобы контакт там точно сидел хорошо. И последний, Б, белый. Вот такое соединение у нас получилось аккуратненькое. Важно, чтобы здесь не торчала никакая оплетка, чтобы в клеммах хорошо сидел каждый контакт. Далее отрезаем провод по длине нашей шины питания. И в конечный провод тоже обрезаем. Все. Значит, мы берем, зачищаем провода. Здесь лучше посильнее их зачистить, так будет комфортнее. Когда мы 2 проводника вместе в одну клемму будем сейчас делать. Значит, оплетка тоже зачищается, распутывается и делится как бы на 2 части. На 2 части можно чуть-чуть потоньше взять получившиеся части и скрутить друг с другом.
Далее обрезается лишняя часть оплетки. Вот. Также зачищаются вот эти два контакта. Здесь 1,5 сантиметра примерно. И скручиваются согласно цветам. После того, как скрутили, обрезали примерно на расстоянии 1 сантиметр, здесь что делаем? Отрезаем по длине нашего проводника термоусадку, надеваем ее. Берем фен или зажигалку, усаживаем ее. Все лишнее, то, что не попало, обрезаем. Также берем, подтягиваем наш проводник наверх, отрезаем. Берем гильзы. Гильзы вот здесь вот уже нужно маленькие брать обязательно, потому что более-менее большие не влезут сюда. Ну, перед тем, когда вы это будете делать, на пробной нужно попробовать. Если она лезет в клемму, значит все хорошо с ней. Берем и зажимаем каждую с каждой. Одна. Вторая. Для вот этого у меня есть чуть-чуть побольше клеммы, чем 0,34, она примерно 0,5 квадрата. И она тоже влазит в мой клеммник. Вот, теперь берем клеммник и вставляем точно так же, как мы вставляли до этого. Зеленый А, белый Б, земля посерединке. Прелесть этих клеммников зажимных в том, что можно просто их всовывать, гильзы, и они там будут держаться крепко достаточно. Вот так вот у нас получилось. Здесь необходимо или изолентой, или термоусадочкой тоже, чтобы здесь ничего лишнего не было. Все, таким образом мы подключаем всю нашу линию связи от USB контроллера до контроллера номер 1. И до контроллера номер 2. Тем самым мы получили линию питания, линию связи. Можно смело включать питание 12 вольт. И контроллеры будут определяться с помощью программы. И они, собственно, будут работать уже. Вот. Далее в следующих видео мы покажем, как подключать... естественно, вот сюда вот необходимо предусмотреть терминатор. Вставить это сюда. И тогда линия связи будет законченной. Для того, чтобы линия питания была закончена, нам необходимо завершить ее путем припаяния резистора 100 Ом. Лучше всего будет это дело припаять. Этим мы и займемся. Зачищаем также кабель. Скручиваем его. Берем припой, флюс, припой и основание прогреваем.
пропаиваем. Лишнее отрезаем. Берем наш кусочек МГТФ. Проверяем, хорошо ли мы припаяли, отрезаем лишнее. Далее зачищаем два остальных контакта. И сюда впаиваем наш резистор. К А и Б. Без разницы, у резистора нету никакой полярности, поэтому как получится, так получится. Одна сторона и другая сторона. Также можно ножки скрутить для более плотного контакта. Лишнее мы обрезаем. И осталось залудить МГТФ. На конце МГТФ образовалась капелька, ее нужно срезать, чтобы кабель вошел. И также можно протянуть, и у нас скроется место пайки. Все, теперь вставляем это все в нашу клемму, а в белый кабель в Б, а зеленый кабель в А. Также вставляем в серединку землю. И вторую ножку Б в Б. Вот таким вот образом у нас получилось. Здесь у нас ничего не торчит. Мы это вставляем в контроллер. 1, 2, 3. Вот, тем самым мы получили линию питания и линию связи. Теперь, если мы включим в питание наши контроллеры, мы можем увидеть их с помощью программы DT Tools. Она укажет, что контроллеры при верном соединении находятся, и мы можем уже работать непосредственно с датчиками после того, когда контроллеры уже найдены. Все, спасибо за внимание. Обращайте внимание на то, как все спаяно. Чем аккуратнее это все сделано, тем лучше это будет работать и проще будет настраивать. Спасибо.